Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим 5 разных закусок из баклажанов. Все они очень вкусные и прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Первым приготовим салат-закуску из баклажанов и моркови. Это пикантное и очень вкусное блюдо, которое отлично сочетается с любым гарниром. Сначала подготовим баклажаны. 500 грамм баклажанов нарезаем кружочками толщиной около 1 см. Получившиеся кружочки режем брусочками. Нарезанные баклажаны складываем в миску. Солим и перемешиваем. Немного поливаем растительным маслом. И опять перемешиваем. Подготовленные баклажаны кладем на разогретую сковороду. Масло на сковороду добавлять уже не нужно. Периодически перемешивая, обжариваем до готовности. Обжаривать желательно не все сразу, а небольшими порциями. Это количество баклажанов я обжаривала в 2 подхода. У перца вырезаем семенную коробочку и нарезаем его брусочками. Две-три средних моркови трем на терке для корейской морковки. Также морковку можно натереть на обычной крупной терке. В сотейник наливаем 4 столовых ложки растительного масла. Ставим на огонь и хорошо нагреваем. Когда масло нагрелось, снимаем его и выливаем сверху натертую морковь. Сюда же к моркови насыпаем 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. Добавляем 2 столовые ложки яблочного или столового 9% уксуса. Разрезаем 1 помидор пополам и трем его на мелкой терке. Шкурку оставляем. Мякоть помидора добавляем к моркови. Все перемешиваем. К уже подготовленной моркови кладем обжаренные баклажаны и нарезанный перец. Все опять перемешиваем. Салат-закуску перекладываем в емкость из стекла или нержавейки. Накрываем крышкой и оставляем мариноваться минимум на 2-3 часа, а лучше на целую ночь в холодильнике. Салат-закуска с баклажанами и морковью получилась очень вкусной. По желанию к ней еще можно добавить зелень, например, петрушку или укроп. Такой салат-закуска отлично сочетается с картофелем, мясом и любой кашей. Второй приготовим закуску из баклажанов. Это необычное блюдо, которое отдаленно напоминает маринованные грибочки. Такая пикантная закуска прекрасно подходит для любого стола. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 1 килограмм баклажанов моем и разрезаем вдоль пополам. Каждую половинку еще раз режем вдоль и нарезаем кусочками толщиной около 1,5 см. В кастрюлю насыпаем 1,5 столовых ложки соли.
1 столовую ложку сахара. Наливаем 60 мл 9% уксуса и наливаем 1,5 литра воды. Все ставим на огонь, перемешиваем и накрываем крышкой. Когда вода закипит, кладем в нее нарезанные баклажаны. Сюда же кладем 2 лавровых листа. Накрываем крышкой и варим после закипания воды 5 минут. Готовые баклажаны перекладываем на сито, чтобы стекла лишняя вода. Пока остывают баклажаны, подготовим остальные ингредиенты. Нарезаем пучок зеленого лука. Вместо зеленого лука в этом рецепте можно использовать белый репчатый лук, нарезанный четвертькольцами. Пучок петрушки тоже мелко шинкуем ножом. Баклажаны уже стекли и немного остыли. Перекладываем их в большую миску. Добавляем зеленый лук и петрушку. Выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. И насыпаем пол чайной ложки молотого красного перца. Сюда же наливаем 50 мл растительного масла. Все перемешиваем. Миску накрываем крышкой и ставим закуску в холодильник настояться на целую ночь. Готовую закуску перекладываем в салатник и подаем на стол. Закуска с баклажанами получилась очень вкусной и в меру острой. Готовится она просто и достаточно быстро. Главное дождаться, пока замаринуется. Третий приготовим пикантную закуску из баклажанов и помидоров. Закуска получается настолько вкусной, что от нее просто невозможно оторваться. И к тому же она очень легкая в приготовлении. Попробовав ее один раз, вы всегда будете готовить как минимум двойную порцию. Сначала подготовим все ингредиенты. 700 грамм баклажанов моем и нарезаем кружочками. Подготовленные кружочки баклажанов кладем в один слой на сухую разогретую сковороду. Обжариваем на среднем огне сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Готовые баклажаны должны стать мягкими, цвет они практически не поменяют. Так обжариваем все баклажаны. Шесть средних плотных помидоров тоже нарезаем кружочками. Пластинки помидоров должны быть не очень тонкими, иначе помидоры развалятся. Разогретую сковороду немного смазываем растительным маслом и выкладываем кружочки помидоров. Помидоры тоже обжариваем примерно по полминуты с двух сторон. Помидоры не должны потерять свою форму. Если вы не хотите обжаривать овощи на сковороде, то их можно разложить на противне, застеленной пергаментной бумагой, и запечь в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. Готовые помидоры складываем в миску. Еще больше разных овощных салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. С одного лимона срезаем кожуру. Стараемся срезать вместе с белой частью, чтобы осталась только одна мякоть без пленок. Очищенный лимон разрезаем пополам и обе половинки нарезаем тонкими полукружочками. Если попадаются семена, то вынимаем. Мелко нарезаем пучок свежей петрушки. Готовим заливку для закуски. В миску наливаем 200 мл холодной кипяченой воды, 6 столовых ложек растительного масла. Я добавила оливковое. Насыпаем 2 чайные ложки соли.
И выдавливаем через пресс 5-6 зубчиков чеснока. В эту же смесь добавляем сок, который стек из обжаренных помидоров. Все перемешиваем до растворения соли. Складываем закуску. В миску с чесночной заливкой перекладываем часть подготовленных баклажанов. Первым слоем в кастрюлю выкладываем кружочки баклажанов из заливки. На баклажаны кладем несколько кусочков лимона. Следующим слоем выкладываем помидоры. Слой помидоров сверху посыпаем нарезанной зеленью. И опять все повторяем. Кладем баклажаны, намоченные в чесночной заливке. Лимон. Вместо лимона можно использовать 50 мл яблочного или винного уксуса, добавив его к заливке. Помидоры и зелень. Так, чередуя слои, выкладываем все овощи. Всю оставшуюся заливку выливаем к овощам. Овощи накрываем крышкой и даем промариноваться хотя бы 4 часа, а лучше ночь. Закуску можно подавать по-разному. Выставить башенками на тарелке или подавать как салат. Также ее можно выложить на хлеб. Закуска с баклажанами и помидорами получилась очень вкусная и в меру острая. Готовится она очень легко и всем нравится. Такая закуска отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Четвертый приготовим закуску из баклажанов с сыром за 10 минут. Такая закуска готовится очень просто и быстро. Ее можно подавать к гарниру или в качестве намазки на бутерброды. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим баклажаны. 2 баклажана чистим от кожуры. Очищенные баклажаны нарезаем сначала пластинками, а затем небольшими кубиками. Подготовленные баклажаны обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Это количество баклажанов обжариваем в 2 подхода. Обжариваем на среднем огне, периодически перемешивая около 7 минут до мягкости. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Пассируем до золотистости. Когда лук подзолотится, добавляем к нему уже обжаренные баклажаны. Все перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты, периодически перемешивая, чтобы овощи хорошо прогрелись. Сюда же добавляем 1 чайную ложку майорана. Солим по вкусу и по желанию перчим. Все перемешиваем. Еще больше разных вкусных закусок смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Тертый сыр высыпаем в сковороду к разогретым баклажанам. Сыр нужно брать тот, который хорошо плавится. Все перемешиваем, накрываем крышкой и снимаем с огня. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска с баклажанами и сыром получилась вкусная и сытная. Она отлично подходит к любому гарниру из каши или картофеля. Также такую закуску можно положить на кусочек хлеба и подавать как бутерброды. Обязательно ее приготовьте в сезон баклажанов. Пятыми приготовим вкусные и красивые рулетики из баклажанов. Такая закуска готовится из самых обычных продуктов и отлично подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. Берем 3 примерно одинаковых баклажана. Нарезаем их вдоль на пластинки толщиной примерно 3-5 мм. Нарезанные пластинки баклажанов перекладываем в миску и хорошо посыпаем их солью. В таком виде оставляем на 15 минут для того, чтобы они пустили сок.
Спустя 15 минут баклажаны промываем холодной водой и обсушиваем бумажными полотенцами. Или откидываем на дуршлаг и даем стечь в воде. Подготовленные пластинки выкладываем на раскаленную сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжариваем на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон. Приготовим начинку. 100 грамм любого полутвердого сыра трем на мелкой терке. Я взяла чеддер. 100 грамм сыра фета трем на крупной терке. Также на крупной терке трем 2 вареных яйца. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. В миску кладем тертый сыр, яйца, сыр фета и нарезанную петрушку. Сюда же выкладываем 1-2 зубчика чеснока. Все немного солим и перчим. Не забываем, что сыры уже соленые. В начинку добавляем 1-2 столовых ложки майонеза и перемешиваем. Для украшения будем использовать небольшой помидор. Разрезаем его на 4 части и удаляем семена. Оставшуюся мякоть нарезаем полосками. Берем обжаренную пластинку баклажана и с одного края кладем на нее примерно чайную ложку приготовленной начинки. Сверху на начинку кладем листик петрушки и полоску помидора. Баклажан с начинкой сворачиваем в рулетик. Таким образом сворачиваем все пластинки баклажанов с начинкой. Ароматная закуска из баклажанов с сырно-чесночной начинкой получилась красивая, сытная и с приятным пикантным вкусом. Обязательно ее приготовьте в сезон свежих баклажанов, тем более готовится она совсем несложно. Если вам понравились такие закуски с баклажанами, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.